Всем зашедшим на наш канал, здравствуйте, всем привет. Меня зовут Роман, я живу во Флориде, это так для понимания, с кем имеем дело. Мы уже живем в Америке практически почти 10 лет, перепробовали все, что можно, и теперь у нас появилось новое хобби, для которого решили создать канал и заниматься рыбалкой. Лодки, рыбалки, океан, пруды, все, что только можно, где можно плавать и рыбачить. Поэтому мы с моим сыном теперь будем участвовать в такой вот авантюре на лодке рыбачить по океану. Не так давно мы приобрели лодку, с которой предстоит много-много-много всяких разных доделок сделать, прежде чем мы отправимся по воде делать наше путешествие. Поэтому давайте расскажу и покажу, что мы приобрели и что предстоит нам сделать. Ну а дальше все увидите в следующих роликах. Поехали! Итак, ребят, вот наша лодка 24 фита Wellcraft. Лодка в более-менее хорошем состоянии, но учитывая возраст, то, что она старенькая, ее нужно освежить. Но освежить, наверное, нужно много где. Значит, у нас идет Twin Motors, двойной мотор, Yamaha, 4-stroke по 150 сил в каждом моторе. Моторы проехали, я думаю, по-моему, аварили нам около 400 часов. Вот. Ну, собственно, наш борт. Welcome on board. Здесь в целом неплохо сделан пол. Есть место, есть даже туалет, который предстоит еще тоже все настроить. Вот так у нас открывается. Здесь все грязно, потому что лодка только была куплена. Стоит усилитель. Новый туалет запакованный, это все будет здесь облагораживаться. Тут даже мексиканцы вытащили, которые продавали огнетушитель. Здесь все оснастим, сделаем как положено. Установим более лучше музыку. Восстановим то, что было снято, рейлинги в этой части. Это все нужно будет заделать, это будет нужно убрать. Лодка будет перекрашиваться. Значит, здесь стоит хорошая Минкота. Riptide, значит, по-моему, 113 инчей, если я не ошибаюсь. Это одна из топовых, которая стоит порядка $6000 на минуточку. Дальше, здесь у нас стоит литиевая батарея, на которую есть 11 лет гарантии. Дальше идет к ней зарядка, и это все добро отдельно еще стоит порядка $2000 зарядка к самой. Вы можете видеть, какая она большая и огромная. Она питает этот мотор 14 часов без зарядки. Это, скажем, батарея такая же, как и в радиоуправляемых машинках, лодках, которые на радиоуправлении у вас в телефоне, там в камере, либо еще где. Зачем эта штука? Те, кто не знает, есть старый дедовский метод. Это якорь. Вот он у нас впереди, якорь. А это современный GPS якорь. Как он работает? Эта вся штука опускается в воду, нажимается локер для GPS координат, и он не дает лодке сместиться ни вправо, ни влево, ни взад, ни вперед. То есть лодка заблокирована просто на воде. За счет того, что мотор постоянно вращается и регулирует ее направление. С этой штукой лодка не может ударить другую лодку рядом стоящую. В общем, эта штука должна у вас просто номер один быть на лодке в современном мире. Вот. Значит, у нас предстоит это все помыть, переделать стаканы, попеределывать петли, некоторые уже поломанные, поменять музыку. Значит, здесь у нас LifeWell, это аквариум, который питает с дна, с океана воду, и сюда живец садится, чтобы он не умер, пока ты там едешь куда-то рыбачить. В общем, вот таких вот много моментов. Здесь вот будет реставрация, замена динамиков, нужно будет снять, пересмотреть, какие и заказать другие лучше. Также будет перекрас. Лодку будем перекрашивать в бирюзу, прям очень такую яркую, и отполируем. То есть наша часть лодки будет бирюзовая по вот этот вот кант и по вот этот вот. Вот эта часть будет бирюзовая. Но прежде чем нам что-то делать, нам нужно будет вот это вот все здесь сделать, чтобы было чисто, аккуратно, зашпаклевать лишнее, зашкурить
и после этого только будем перекрашивать. Вот такие вот у нас планы на эту лодку. Ну а дальше вы увидите, будет много интересной информации, потому что это хобби, возможно, переплывет в какой-то маленький семейный бизнес. Но об этом чуть-чуть попозже. А сейчас будем заниматься нашей лодкой. Поехали. Итак, первое, с чем нам надо разобраться, у нас есть повреждения на вот этих вот кассетах, в которых можно хранить крюк, спиннинг. У нас они повреждены здесь и тот угол. Ну и уже краска здесь, конечно, подустала на них, поэтому мы это все дело сейчас уберем. С той стороны у нас такая же проблема, поэтому снимаем эти две кассеты полки и будем их восстанавливать. Итак, две кассеты, эти полки сняты у нас под реставрацию. Сейчас ждем материалы, которые приедут, и будем заниматься этим. Но прежде чем заниматься там, у нас здесь есть еще много нюансов, которые нужно реализовать. Первое, нам нужно будет разобраться с дренажом, который в этой части у нас, видите, вода здесь. Он по ходу течет, он подтекает. Здесь прям вот вода. Да, и с ней нужно разбираться, поэтому нужно это все дело здесь, прям, да, вот это вот надо будет нам открутить, зачистить, купить новую и установить. Это одна из моментов, которые нужно будет сделать. А здесь у нас, конечно, какие-то животные, также и сверху вон там вот. Пытался открутить отверткой вот этот вот хомут, в итоге просто откусила кусок зуба. Короче, придется по ходу его просто раскручивать и обрывать. Итак, первый каплер у нас вытащен. Вот, значит, собственно, такая вот приблуда была зажата на такой вот гайке, а сама это пришлось распиливать, потому что болт полностью здесь отвалился. Вот тут у нас доступ есть, теперь предстоит померить размеры, заказать новый, возможно, даже металлический, красивый, из нержавейки. И вот таких у нас там по борту идет. Там он огромный большой, здесь еще огромный большой, то есть и с той стороны. Короче, еще несколько штук будем снимать. Сейчас вот это также, потому что здесь вообще подтекает, как бы не есть хорошо. Вот. И будем менять на новые. Вот, собственно, только что вышел и здесь увидел, вот капает вода, прям вот отсюда подтекание. То есть ему уже все, он уже свое отработал. Такой же хороший, видимо, и с той стороны. Вот из-за этого и собирается там влага, поэтому надо будет искать замену. Но тут еще есть момент, у него крепление, он прокручивается. Надо зафиксировать вот так, чтобы можно было крутить с другой стороны. Сейчас что-то придумаем, нет специального ключа. Большой каплер было намного сложнее достать. Вот у нас вот такой вот аппарат. И здесь у нас не вижу. Пришлось обрезать. Это медь. Но видите, в каком она уже состоянии. Здесь ничего ты не сделаешь. Вот. А она текла. Она уже подтекала. И, соответственно, здесь вот собиралась вода. Здесь уже нарушена была герметизация. Поэтому по-любому надо было, даже хочешь не хочешь, нужно было менять. Ну, найдем в интернете нужный размер, купим новенький. Я думаю, что доллара, наверное, 30 будет стоить, учитывая его вес такой, он не маленький. Вот, делаем все и как бы будет все нормально. Только перед этим нужно будет красить. Ну, нам в любом случае, чтобы красить, то надо было его оттуда ремонтировать. Так жарко у нас, что еще я уже не помню, когда я так потел. Финально мы открутили второй каплер с вот туда вот. И вот первый, который мы откручивали. И здесь получается это сливная с палубы, грубо говоря, со всей. И она просто отвалилась. То есть вот это вот тут герметизация была на уровне 0. То есть вот это вот тут держалось каким-то магическим образом. И по факту я смотрю, что они сюда кинули какой-то, я не знаю, это сток, родное или нет. Ужасная дубовая труба.
Плюс здесь как бы вообще сливка должна быть, мне кажется, другая. Они сюда притарабанили вот это вот, но оно вряд ли, потому что как она, вот эта часть получается, здесь спокойно проливает, и все болты все туда попадают. То есть это уже была халтура сделана, здесь этого не нужно было делать. В итоге они, получается, сделали вот такую вот херню. Значит, сюда нам нужно новый слив с новым каплером, чтобы вот это все вот заменить. Потому что это все, ну это труха. Мы все переберем, значит, походу здесь все в очень плачевном состоянии. Нам нужно будет переменять это все, чтобы было, сливная была хорошая. Вот оттуда и вода у нас получается. С лодки вода попадает туда, она не попадает с той, тоже капала вода. В общем, немножко надо перекура и будем ставить свет. Если в предыдущих лодках у людей все было разведено очень красиво, то в нашем случае здесь просто уйма или гора соплей, которые вообще сбивают с толку. А почему я сюда залез? Потому что свет не включается, и мне нужно подвести плюс-минус для света. И это стало проблемой, поэтому сейчас вот я в поисках нашего света, который нам нужен очень сильно. Вот эта лента отвалившаяся, тоже ее нужно будет прилепить. В общем, сейчас работаем над электроникой, пока все равно заказывать надо каплеры, а они приедут непонятно когда еще. Вот вам и Флорида! Ливануло капец какой. А мы тут пока свет делаем, пока эти сопли разбираем. В общем, уже поставили там, сейчас делаем здесь и также с той стороны. Наконец-то нашли свет. Было очень сложно, но мы это сделали. Для запайки использую вот такую вот горелку. Она не имеет огня, она идет как, даже не знаю, как фен, но с накалом. Но у нее нет огня. Но она более безопасней, ты не повредишь поверхность даже того же пола, потому что у тебя нету огня. Это и, ну и безопасно. И плюс запайки с уже с оловом внутри вот такие вот. То есть оно раскаляется и растапливается, и провод заливает, грубо, ну, оловом, и все. И провода очень хорошо, плотно вакуумируются в этой части и держатся отлично. Вот так вот сейчас делаем свет. Ну что, ребят, со светом сегодня немножко подразобрались. Провели проводку, поврезали свет, позаказывали колонки. Все же JBL-евские колонки заказали. Ждем на днях, приедут остальные детали, которые будут. Ну а сейчас у нас давайте, наверное, такая барабанная дробь. Посмотрим, что у нас как получилось и светится. Для этого нам надо сделать так. Так, ну давай. Та-дам! Есть там, есть там. Здесь у нас освещается. Крутяк. Потом впереди. Ну, еще, конечно, не темно, поэтому еще непонятно как чего, но уже вот здесь и здесь. То есть у нас уже есть свет. Палуба будет освещаться. Это классно. Посмотрим, насколько хватает, не хватает этого света. И если будет не хватать, что-то еще придумаем. Но я вижу уже, в принципе, что нормально. Хватает вполне. Нас теперь волнует еще верхний свет. То есть у нас есть передняя, задняя фара. Но нам надо сделать... может быть, еще дополнением будут колонки вверху у нас. Но об этом пока я ничего не знаю, что сказать. Поэтому будет как будет чуть попозже. Выключай. Стоп. Так, вырубаем. На off ставим. Что? Ну посмотри. Майку интересно, что и как у нас там произошло. Да, вот эти вот штуки уже сняты. Колонки. Можно было бы и оставить, конечно, но они здесь поржавели, им ничего сделать нельзя, не хочется заморачиваться. Лучше это выставить на Marketplace и продать. И купить, заказал я новое.
с белыми, без всякого хрома, с белыми крышками, и таким образом будет нормально. У нас еще предстоит оформление, все пооформлять, потому что лодку еще не оформили. До оформления завтра, понедельник, будем заниматься, возможно, оформлением. Нам вышлют еще на трейлер документы, которые нам не дослали. Ну, в общем, а так-то у нас лодочка по чуть-чуть приобретает какой-то вид. И скоро вплавь. Очень хочется, конечно, но скоро это, конечно, понятие растяжимое. Я думаю, что нас займет реставрация лодки где-то порядка, ну, недели 3. Ну, может быть, месяц. Потому что есть моменты, которые как бы не так быстро делаются, в частности, покраска, хотя бы кузов целый, его только замотовать, зашпаклевать в местах, где, ну, есть моменты, и после этого уже будем красить. Красить будем тоже пульверизатором, не кисточкой, как на ютубе показывают, поэтому это отдельно с этим с ним. Ну, а я с вами буду, ребят, прощаться. Такое вот было у нас ознакомительное видео с нами, с нашей лодкой, с нашей историей, которая только началась. Поэтому подписывайтесь на канал, оставляйте ваши комментарии, что интересно узнать о рыбалке в Америке. Пожалуйста, пишите, обязательно отвечу, снимем видос на эту тему, еще какую-то конкретную. Поэтому пишите ваши вопросы, буду рад знакомству и ответить на то, что вас интересует. Ну а я с вами прощаюсь, всех до скорых встреч, всем пока!